Чифтен являлся основным боевым танком британской армии в период Холодной войны. Он был разработан в начале 1960-х, заменив собой и Центуриона, и Конкерера. 120-мм орудие Чифтена было таким же хорошим, как и у Конкерера, если не лучше. Также машина получилась мобильнее, меньше, легче и была при этом хорошо бронирована. Чифтен являлся передовым танком по ряду причин, но в основном потому, что это был первый боевой танк, где мехвод находился в позиции полулежа. Вместо того, чтобы сидеть прямо, как это обычно бывает в автомобилях или танках ранних моделей, мехвод Чифтена полулежал, а значит, не было необходимости сохранять высоту корпуса на его месте. На то время технологии двигателей и силовых установок развились до такого уровня, что мехвод оставался самым высоким в корпусе. С тех пор на технике в основном стали использовать полулежачее место мехвода. Это самая большая пушка, использовавшаяся НАТО в то время, и она оставалась такой до разработки немцами 120-мм гладкоствольной пушки в 1979-м. Чифтен был оборудован подвеской Хорцмана, которая также применялась на Центурионе, но двигатель был улучшен. Теперь это был не двигатель Метеор, а многотопливный дизель Leyland L60. Он мог работать на чем угодно. Однако это было также и слабым местом танка. Вокруг него всегда образовывалось большое облако голубого дыма. Так что это демаскировало танк. Да и вообще, эти двигатели не были самыми надежными, и иногда они выходили из строя. Но если Чифтен таки добирался до позиции, он становился тяжело бронированным танком с низким профилем и устрашающим орудием. Мне очень нравится этот танк. Он выглядит так, как должен выглядеть танк. Это как любовь с первого взгляда. В советской армии относились к нему с таким уважением, что в Германии лучшие советские танки Т-64 противостояли именно Чифтенам, а не Паттонам или Леопардам. Британская армия на Рейне была крепким орешком, имея Чифтены в своем распоряжении. Несмотря на все улучшения, это все равно был танк второго поколения. Броня обычная летая, композитной брони или чего-то подобного не было. Для обзора в ночных условиях на левой стороне башни устанавливалась большая фара-прожектор белого или инфракрасного света для обнаружения цели. Для пристрелки использовался спаренный курсовой пулемет, выпускающий очереди из 3 трассирующих пуль со взрывающимся наконечником. Так цель окаймлялась огнем. Стреляйте дальше, ближе, по центру, а потом, определившись с расстоянием, нажимаете большую кнопку. Использовались оперенные бронебойно-фугасные, британцы обожают хэш-фугасы, и дымовые снаряды. Применялись выстрелы раздельного заряжания, состоящие из 3 компонентов. Во-первых, сами снаряды. Снаряды с инертным снаряжением, например, бронебойные, хранились по всему периметру башни, а также в нише башни недалеко от заряжающего. А снаряды, которые могли взорваться, например, хэш-фугасы, хранились в безопасном месте под поликом башни. Следующей составляющей являлся заряд. Это были заряды картузного заряжания, причем заряд использовался полностью. Они хранились в бронированных контейнерах рядом с заряжающим. Третья составляющая — запальная трубка. Это запальное устройство, похожее на холостой заряд калибра 12,7 мм. В магазине было 10 таких трубок, так что заряжающему надо было уложить снаряд и заряд и зарядить орудие. А после 10 выстрелов сменить магазин запальных трубок. Одним из преимуществ такой системы было то, что после выстрела не оставалось большой снарядной гильзы, а лишь маленькая запальная трубка. И еще одним преимуществом являлась ускоренная перезарядка орудия. Ее можно было применять и в случае со 105-мм орудием. Смысл в том, что при готовом к стрельбе орудии заряжающий уже держит следующий снаряд на колене. После выстрела он сразу же заряжал орудие и успевал взять следующий снаряд, пока наводчик разбирался с целью. Такая система невозможна при стрельбе из современной гладкоствольной 120-мм пушки, потому что снарядная гильза полностью сгорает во время стрельбы. Она легко воспламеняема, и держать ее в руках опасно. А если при трехфазном заряжании заряжающий держит в руках только сам снаряд, особенно если это оперенный снаряд, то и взрываться нечему. После отката орудия можно моментально послать снаряд в казенник и не ждать, пока откроются дверцы для снарядов в нише башни.
Кроме того, заряды картузного заряжания меньше и легче по сравнению с целым снарядом. Так что заряжающий не тратил много времени, чтобы взять снаряд из боеукладки и зарядить орудие. Поэтому скорострельность британских танков при выстрелах раздельного заряжания была почти такая же, как при использовании унитарных снарядов. Например, на «Леопарде-2» или М1. А ведь Чифтен появился на 20 лет раньше, чем Абрамс. Кроме пристрелочного пулемета, на Чифтен устанавливались еще 2 пулемета калибра 7,62. Один спаренный пулемет и пулемет в командирской башенке. Место командира справа. Он лично управлял поворотом башни и мог открывать огонь по цели. У наводчика, конечно, есть своя система управления. Фактически это джойстик, наклоняющийся влево-вправо и вперед-назад. Под левой рукой у наводчика находится спусковой механизм, с помощью которого он мог также переключаться между пулеметом и орудием, а также блокировать их. И, конечно, у него есть ручное управление на случай отказа электропитания. Труба ствола орудия снабжена брезентовым теплозащитным кожухом, который выравнивал температуру ствола, несмотря на количество произведенных выстрелов или погодные условия. На большинстве других орудий кожух был из стекловолокна или похожих материалов. Британцы же использовали брезент вплоть до появления Челленджера-2. На конце дула установлен дульный визир. Это небольшая трубка, позволяющая проверить, действительно ли орудие стреляет в ту точку, куда вы прицелились. Управлять Чифтеном на самом деле очень приятно. Это первый танк, который я водил. Итак, вы на месте мехвода, у вас есть рычаги управления, ничего особо необычного. Большая педаль акселератора имеет 2 положения — повышенные обороты и холостой ход. Интересная полуавтоматическая система переключения передач похожа на мотоциклетную. Чтобы переключить передачу вверх, нужно поднять левую ногу, а чтобы переключить передачу вниз, нажать на педаль переключения передач. Здесь нет мягкого переключения передачи, при каждом переключении вы ощущаете резкий рывок. В передней части машины находится минный трал. С его помощью можно пробраться через минное поле. Нужно остановиться метров за 100 до предполагаемого заминированного участка и опустить трал. Как можно видеть по зубьям на конце трала, они не очень глубоко зарываются в землю, сантиметров на 20-25. Все, что находится глубже, не представляет угрозы для танка. Когда трал натыкается на мину, могут произойти 2 вещи. Либо мина взорвется, что, конечно, не очень хорошо для трала, и его придется заменить после нескольких взрывов. Либо трал откинет мину в сторону, что намного лучше. На случай, если мина все же взорвется, нужно убедиться, что она не повредит орудие. Поэтому при прохождении минного поля с опущенным тралом башню нужно повернуть налево. Это предотвратит повреждение орудия, а командир сможет лучше видеть, что происходит впереди. Но вот в чем подвох. В танковой бригаде британской армии, подразделении аналогичном роте, 2 Чифтена из 12 оснащались минными тралами. В какой танк вы бы стреляли сначала? Верно, в тот, который оснащен тралом. Ведь самая толстая броня у Чифтена находится в передней части башни, но башня повернута в сторону, чтобы не повредить орудие. Так что нужно осуществить множество подготовительных мероприятий, чтобы можно было просто ехать вперед по минному полю с опущенным тралом. Надо подавить противника и замаскировать точку прорыва. Прорыв обороны противника с помощью совместных действий различных видов вооруженных сил является образцом современного ведения боевых действий. Если вы можете осуществлять подобные операции, значит, вы неплохо понимаете концепцию современной войны. Помимо обслуживания орудия, заряжающий также выполняет еще одну важнейшую задачу, как сказал бы любой британский танкист. Он отвечает за бойлер. Фактически это чаеварка. Так что заряжающий кипятит воду для чая, супа или еще чего-нибудь горячего. Это особенно важно, если вы сидите под дождем в Германии. Это знаменитый бойлер, о котором постоянно говорят британские танкисты, особенно мой европейский коллега Ричард Катлан. Они говорят, что это самая важная деталь в Чифтене. Танкисты, служащие на Абрамсе, примерно представляют, что это такое. Мы позаимствовали конструкцию бойлера и стали его использовать. Это просто жестяной сосуд, вставляемый водонагревательный элемент. Он подключается к электросистеме танка, можно кипятить воду, а можно что-нибудь поджаривать. Можно разогревать пайки с продовольствием, варить суп или кипятить чай. Если закрыть крышку, то готовка будет происходить под давлением. Вот здесь внизу расположен кран, чтобы сливать воду. Вот и все. На современных Абрамсах бойлер находится возле ног наводчика. В БМП Брэдли практически такой же бойлер установлен в задней правой части корпуса.
С обеих сторон башни установлены дымовые гранатометы. Они обеспечивают моментальную дымовую завесу. Стандартные дымовые гранаты вылетают, падают на землю и только потом пускают дым. Более поздние модели гранат вылетают из такого же гранатомета, но они детонируют в воздухе, сразу же создавая дымовую завесу вокруг танка. Этот танк был частично модернизирован. На месте пристрелочного пулемета теперь находится приваренный лист металла. Были и другие изменения, и сейчас мы на них посмотрим. Интересным моментом является то, что Chieftain стал использоваться в период между вторым и третьим поколением танков. Этот танк Chieftain Mark XII. Корпус и двигатель остались от предыдущей модели, но было сделано несколько изменений. Была добавлена многослойная броня, называемая Steel Brew. Это не композитная броня, как на большинстве танков третьего поколения. Однако это важное улучшение, ведь танк должен был соответствовать технологиям стран Восточного блока. Еще одним важным изменением стал демонтаж фары прожектора белого или инфракрасного света в левой части башни. Вместо нее устанавливался обзорный активный тепловизионный прицел. Так что, как и современные танки, Chieftain мог вести боевые действия при любых погодных условиях и в любое время суток. Еще одним изменением стала установка зафиксированной рукоятки вместо старого джойстика. Теперь управление башней осуществлялось с помощью пальцевого переключателя, как на современном Challenger 2. Преимуществом такой системы было то, что при езде по пересеченной местности рука наводчика находилась в устойчивом положении, и он не отдавал танку неверных команд. Большой палец руки тоже довольно устойчив. Левая рука наводчика располагалась на такой же рукоятке, которая являлась предохранителем и переключателем между пулеметом и орудием. Кроме того, орудие осталось прежним. Конкретно с этого орудия сняли теплозащитный кожух, так что вы можете видеть сам ствол орудия, поэтому он и выглядит чуть по-другому. Остался и двигатель от оригинального Chieftain со всеми его недостатками. Такая же подвеска и траки. Этот танк более эффективен, потому что его обзор, дальность и точность стрельбы были лучше, а также на него устанавливалась интегрированная система управления огнем. И еще одной деталью, добавленной на эту конкретную машину, является бульдозерный отвал. Он работает на электричестве. Кабели ведут сюда и соединяются с распределительной коробкой под моей правой ногой. Оказалось, что в конце Холодной войны оставлять Chieftain'ов на вооружении уже не было смысла. Было построено достаточное количество Challenger'ов 1 и 2, поэтому программа по модернизации Chieftain'ов была уже бесполезной. Данный Mark XII — это один из последних выпущенных танков. И не забудьте посмотреть обзор самолета P-38J, если еще этого не сделали. Или откройте плейлист и узнаете, в каких танках мы побывали.